Приветствую, господа и господа. В студии, как обычно, Мурт, и я надеюсь, что вы уже достаточно восстановились после новогодних праздников. Хотя кого я обманываю, все мы прекрасно знаем, что настоящие задроты Guild Wars не отдыхают. Они ищут, чтобы еще можно было подфармить. Кстати, у меня как раз для вас есть новая схема, как поднять немножечко бабла без особых запар. Сегодня поговорим об эссенциях разлома, ну или как их называют в наших русских деревнях, Rift Essences. Штука эта довольно интересная и на первый взгляд не совсем понятно, как ее утилизировать, а способы на самом деле есть. Так что хватай какой-нибудь снэкич, заваривай чаек и садись поудобнее, потому что мы начинаем. Фарм эссенций до ужаса простой и прямолинейный. Нужно всего лишь летать по картам и закрывать на них рифты. Ничего сложного. Это можно делать на регулярной основе, но такой подход не очень выгоден с точки зрения затраченного времени. Гораздо профитнее делать по 5 рифтов на каждой из еженедельных локаций. Их пока что 4 категории. Рифты в старых картах до Secrets of the Obscure, рифты в локациях Сота, рифты в Gentil Wilds и, разумеется, рифты в Visions of Eternity. В первых двух категориях по 3 карты, причем если сота всегда неизменный, то карты старых дополнений меняются с ресетом серверов. Посмотреть, какие локации в ротации на этой неделе, можно в меню ачивок. В Медвежатнике суммарно 4 локации и в Visions of Eternity пока что 2, но скоро их очевидно станет больше. За выполнение еженедельных рифтов вы получаете сундуки с эссенциями, которые в принципе закроют основную потребность в валюте для крафта и заработка, но к этому мы еще придем. Если же вам нужно побольше конкретного тира эссенций, тут уже придется использовать мотивации и фармить рифты более высокого тира, для которых понадобится организованная группа. Ее можно часто встретить в ЛФГ или собрать самостоятельно. Еще один способ фарма эссенций в большом количестве — это конвергенция. Но вот этот формат подходит уже для тех, у кого есть стабильная организованная пачка или даже гильдия. Также можно, конечно, половить слоты в ЛФГ, я ни на что не намекаю, но каждую субботу и воскресенье в 16 часов по центральноевропейскому времени собирается рейд в конвергенции, куда можно эффективно заскочить и пофармить заветную валюту. Опять же, ни на что не намекаю. Еще один важный момент, про который забывать не стоит, это, конечно же, наши любимые мастерки. Конкретно для простых рифтов нас интересует вкладка Astral World, и дальше все перки вплоть до Obsidian Armor Crafting. Для конвергенции очень полезна вкладка Inner Naos, или Naos, я не знаю, как там правильно, если честно, уже запутался. Перки тут помогают лутать больше наград уже с рейдовых инстансов. Итак, способы получения понятны. Как же все это утилизировать? В первую очередь стоит задуматься о крафте легендарок. Если у вас нет сета легендарной брони из Heart of Thorns, то это первоочередная задача, поскольку легендарный армор — это несравненный quality of life, который не только сэкономит время, но и существенно сэкономит ресурсы в дальнейшей перспективе. Особенно если вы планируете экспериментировать с билдами и классами. Да, его крафт в сото дороже, чем вход, но, как говорится, при безальтернативном выборе из двух сущностей. Также эти эссенции нужны для крафта реагентов для копья, который появился в Gentil Wilds, и также для бэкпака, который тоже появился в Gentil Wilds. То есть, соответственно, это Клобьярная Гейр и, по-моему, Orox Manifested, если я не путаю название этого бэкписа. На крафте легендарок я сейчас акцентироваться не буду, потому что это довольно муторная тема, там много нюансов, и можно целый отдельный видос про это все снимать. Поэтому пойдем дальше. Профит номер 2. Если армор не нужен, то свободные эссенции можно тратить на создание мотиваций. Для этого понадобятся сами эссенции, а также Research Notes и некоторые реагенты 5 тира, а именно кости, когти, кровь и немножечко эктоплазмы. Стоит помнить, что последующие тиры мотиваций созависимы, то есть нельзя скрафтить, например, сразу 3-й тир, не сделав перед этим 2-й. Учитывайте расход ресурсов при планировании. Мотивация 1-го тира самая невыгодная. Если у вас есть ресурсы на ее крафт, то окей. Профит примерно по 1 золотому плюс-минус в зависимости от состояния рынка и количества ресурсов, это все-таки неплохо. Но если вы планируете закупать реагенты, то value едва превысит 17-20 серебра. Опять же, в зависимости от состояния рынка на данный момент. Это все еще неплохой профит, но как будто бы хочется побольше. Смотрим на мотивации 2-го тира. Здесь уже поинтереснее. Даже если купить мотивацию 1-го тира на аукционе и необходимые для крафта кости, профит получается уже больше 1 голды, что намекает на эффективный доход при наличии достаточного количества реагентов. Схожая ситуация и с мотивациями 3-го тира. Даже если купить предыдущий тир и 25 крови, профит все равно выходит на уровне 1,5-2 золотых.
Это очень и очень выгодно. Если вы регулярно играете и подфармливаете рифты, то собственных ресурсов у вас будет и так достаточно для неплохого заработка. Продавать их или уже использовать самостоятельно, тут смотреть, что вам больше надо. Новые эссенции или все-таки деньги. Ах да, мотивации можно начать крафтить после покупки рецепта у любого хард-вендора в дополнениях после Secrets of the Obscure или в самом сото у вендоров на локациях. Полный список всех торговцев будет в описании, иначе я заебусь их тут перечислять. С конвергенции выпадает гораздо больше эссенций, очевидно. Также с конвергенции выпадает мотивация, которая служит ключом для самих конвергенций или для открытия сундуков оттуда. Открывать сундуки я не рекомендую, там в основном полная дресня, и их гораздо выгоднее либо использовать как проходку в новый рейдовый инстанс, либо продавать на аукционе. Они стоят порядка 5-6 голды. Еще один способ извлечь выгоду из эссенции — обменять их на ресурсы. Тут речь идет не столько о заработке, сколько о потенциальной экономии, но в условиях высоких затрат на крафт или на личные нужды это всегда актуально. Итак, для этого нам понадобится перк Wayfinder Mastery. Он гласит, что Gar Leadclaw будет обменивать ресурсы на всякие ништяки и не только. Нам оно как раз и надо. Сам Gar расположен в башне Куколдунов в западной ее части. Здесь нас интересует его вкладка с обменом эссенций и в частности Tyrian Defense Seals, которые добывались во время Icebrood саги с Dragon Response миссий. Эти печати можно менять на любой из тиров эссенций, но цена будет всегда одинаковой. То есть получается, что обмен самого низшего тира самый выгодный, потому что этих эссенций хоть жопой ешь, в то время как второй и третий тир все еще гораздо ценнее. Однако это опять же моя рекомендация, можете менять сколько и чего хотите. После закупки печати отправляемся в Eye of the Nose, вот к этому вендору, и покупаем у первого ящики по дисконту, у второго ящики уже за полную стоимость. В интернетах рекомендуют покупать ящики скритов, я в основном беру тоже, опять же, их, но, насколько я правильно помню, ящики других фракций тоже дают достаточное количество ресурсов, поэтому можно, в принципе, тратиться и на них. Но дальше все просто, открываем и смотрим, сколько ценных реагентов нам достается. В среднем с недельного запака я обычно достаю 3-4 голды чисто ресурсами высокого тира и еще потенциальное золото с реагентов низкого тира, которые обрабатываю в дорогие ресурсы чуть позже. Но об этом я расскажу в следующем видео в рубрике «Как заработать золото». Чисто сейчас, пока писал футажи, мне выпало несколько ценных лоудстонов, которые могли бы принести потенциально, где-то, наверное, 15 голды, если бы я их продавал. А также руда, кожа и прочие всякие штучки, которые потом будут использованы мной для крафта тех же легендарок или для создания ценных крафтовых ресурсов. Кстати, если вы уже сделали ачивку вот на этот гоблер, то доступ к основным магазинам для обмена будет у вас прямо из кармана, что существенно сэкономит время на полеты по локации. Что ж, а на сегодня у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, кто не досмотрел. Тоже спасибо, хотя вы об этом не узнаете. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось и было полезным. Будет дальше еще много интересных штук. Да, кстати, я вспомнил, что у меня, оказывается, есть Telegram. Туда тоже можете подписаться, ссылочка будет в описании, и на экране будет QR-код, вот он, пожалуйста, перед вами. Сори, что не было достаточно долго видосов, у меня там произошла одна неприятная история, про которую я расскажу, наверное, в следующем видосе. Пока что всем хорошего Нового года, удачи на просторах тире, хорошего фарма, все, всех обнял, приподнял. Небольшой постскриптум. Пока монтировал, собственно, выставил на продажу мотивация, которую я скрафтил, и вот они продались буквально там за пару часов, принесли мне, получается, где-то 120 голды профита, потому что я закупал когти, точнее, кости, закупал кровь и потратил на это где-то 12 голды, и плюс какую-то часть комиссии сожрал сам аукцион, поэтому, конечно, получилось не так много, как хотелось бы, но в целом выглядит довольно-довольно неплохо. Все, на этом точно заканчиваю, еще раз всех обнял, приподнял,